Приветствую вас, мои многоуважаемые подписчики. С вами снова Лебедь Белая. И хочу вам сегодня предложить новый расклад, который будет называться «Оковы одиночества». Одиночество на сегодняшний день очень распространенная проблема. С ней сталкиваются миллионы людей по всему миру. И вот этот расклад, он как раз создан для того, чтобы проанализировать и продиагностировать эту проблему. Он охватит очень разные моменты и позволит оказать помощь человеку, у которого на сегодняшний день нет близких, друзей, нет любимого человека. Ну что ж, давайте будем начинать. Что же нам расскажут сегодня карты? А карты нам говорят о том, что вы переполнены женской энергией. Карта Звезда нам говорит, что вы находитесь в постоянном ожидании. Это ожидание вас переполняет, но каждый раз отодвигает желаемое все дальше и дальше. Эта карта говорит нам о том, что ваша женская энергия в полном объеме на сегодняшний день не реализована. Она где-то далеко, в очень глубоких ожиданиях и мечтах. Она не здесь, не сейчас. Она где-то там. Возможно, я буду, но когда-то потом. Возможно, я полюблю, но когда-то потом. Возможно, когда-то у меня будут исполняться мои мечты, но это не сегодня. Вы в большей степени живете мечтами и находитесь где-то далеко-далеко за облаками. Настоящее вас, возможно, не радует. И вы находитесь в состоянии ожидания. Посмотрите, седуна. И что бы вам ни предлагало настоящее, что бы к вам ни приходило, какие бы эмоции вам ни предлагали люди, эти эмоции вас не радуют. Вы нарисовали себе какой-то необычный образ, который ждете и ждете, а он так и не приходит. И поэтому можно сделать вывод, что сегодня у вас очень серьезный дисбаланс. Дисбаланс того, что вы не можете понять, что жизнь – это здесь и сейчас, а предпочитаете отказываться от реальных предложений и оставаться в неких мечтах. Данная карта нам говорит, возможно ли отношения сегодня. Скорее всего, сегодня все отношения, которые у вас возникают, они чаще всего несут какой-то ложный характер. Скорее всего, это неблагоприятные отношения. Отношения, которые имеют некую хитрость, некий обман. Отношения, когда вы пытаетесь довериться своему партнеру, а партнер вас обманывает. И поэтому вы чувствуете себя грустно и печально, и возможно, поэтому вы не верите в настоящее, а постоянно пребываете в своих мечтах. Почему же так получилось, что постоянно обманывают и обманывают? Что же стало причиной, первой причиной такого состояния? Карта нам говорит о том, что в прошлом у вас был не очень удачный опыт отношений. Отношения принесли вам очень болезненные ощущения. 10 мечей вы почувствовали на себе. Да, вы закрыли это все. Но память не хочет удалять те ощущения, которые вы пережили. И поэтому радости вы не чувствуете, а именно
радость, веселье, удовольствие. Это как раз тот катализатор, который поможет вам выйти из этого состояния. Может быть, стоит вам познакомиться с новыми людьми. Может быть, стоит вам пойти где-нибудь отдохнуть, в кафе, в ресторан, отправиться в интересное, обязательно жизнеутверждающее веселое путешествие. Вот эта карта нам говорит о том, что вы никак не можете себе позволить расслабиться по полной. А это и будет тем выходом из сложной ситуации, которая вас заикарила и сегодня не дает уверенности вам в том, что к вам придет ваш любимый человек, и вы выйдете и вырветесь из этого замкнутого круга. Карты нам говорят о том, чтобы сменить ситуацию, чтобы научиться по-новому ощущать действительность, в которой вы живете, вам нужно обязательно найти позитив в любом виде деятельности, который вы можете себе позволить. Переключитесь, пожалуйста, и вы почувствуете себя обновленным человеком. Если посмотреть на эту карту, то мы можем порассуждать о том, есть ли на сегодняшний день какие-либо негативные программы, какой-либо негатив в вашу сторону. Посмотрите, пожалуйста. Карта нам говорит, что как такового негатива нет. Наоборот, в вашу сторону идут позитивные, эмоциональные моменты, которые вас должны наполнять. Что же вам досталось по родовым программам, то есть от ваших предков? А вам досталась великолепная энергетика, которая для вас является, ну скажем так, уникальным приобретением от вашего рода. Почему? Потому что эта энергетика, она способна не только брать любовь и ждать любовь, а еще и дарить эту любовь. Королева жезлов нам говорит о том, что вы обладаете очень мощной энергией и жизненным потенциалом. Но ваш опыт, в который вы погрузились, к сожалению, закрыл эту программу, разрушил эту энергию, которая вам была дана от ваших предков. Возможно, вы не смогли справиться с теми проблемами, которые вас посетили в этой жизни. Карта башни нам говорит о том, что опыт, который вы приобрели, был для вас крайне разрушающим. Вас просто вынесло и выбросило в пространство. И вы должны понимать, что ваши предки, они всегда рядом с нами. И они помогают нам в преодолении тех или иных сложных жизненных ситуаций. Наша задачка – это понять, услышать и осознать. И попытаться, несмотря на очень сложный жизненный опыт, обрести что-то новое, более позитивное и более жизнеутверждающее. Таким образом, скорее всего, негатив, который сегодня в вашей жизни присутствует, вы получили благодаря собственному жизненному опыту и, возможно, неумению выйти из этой ситуации и переключить себя на новое состояние. Возможно, вы потеряли веру в то, что может быть все замечательно и здорово. Давайте посмотрим следующую группу карт. Так называемый родительский сценарий. Что же вам подарили ваши родители? Карта четверка жезлов говорит о том, что, возможно, вы увидели не очень хороший сценарий развития отношений ваших родителей. Возможно, это был развод. Возможно, это были
конфликты, скандалы. Возможно, это нежелание совместно построить свое будущее. Ваши родители, к сожалению, не смогли до конца найти общий язык и создать вот это доброе, хорошее будущее, то есть семью. Может быть, на сегодняшний день они уже не вместе. Ну и мы видим, что как же повлияло на вас и на ваше сегодняшнее состояние ваши родители. Это ваша мама и ваш отец. Карты нам говорят о том, что они пытались выйти из этого состояния. Но почему-то с каждым разом в своих отношениях они только усугубляли это состояние. Ваша мама, возможно, не хотела идти вперед и не видела будущего в своей семье со своим партнером. И каждый раз она вновь и вновь закрывала перед собой все дороги и обрезала все желания, которые связаны были с будущим и обретением счастья в ее семье. А ваш отец, он всегда оставался лишь наблюдателем и никогда не предпринимал никаких действий для того, чтобы изменить ситуацию, которая происходила в вашей семье. И я думаю, что такое поведение родителей, когда мама не видит будущего, а папа ничего не делает, возможно, отразилось и на вашем поведении сегодня. Поэтому вы предпочитаете жить мечтами и ничего при этом не делать. Может быть, эти карты как раз вам помогут переосознать такой тип поведения, и вы измените свою судьбу. Следующая группа карт, с которой мы будем работать, нам покажет ваши состояния. В данном случае карта императора нам говорит о любви к себе. Любите ли вы себя? Скорее вы к себе относитесь как к человеку, у которого ничего в жизни не сложилось. То есть не получилось, возможно, семьи, не получилось отношений. А если и были отношения, то я не могу их построить, у меня не получается. То есть вы понимаете, что у вас что-то не получается. И отсюда вы пытаетесь себя винить. Винить и говорить себе: да, у меня так получается, да, я в этом виновата. И вот эта вина, она формирует определенный комплекс нелюбви к себе. Следующие карты нам говорят о том, что же вы ждете. А ждете вы любви, несмотря ни на что. Но что интересно, вы ждете любви, но при этом вы ничего не отдаете в пространство. Карта четверка Пентаклей нам говорит о том, что вы все время находитесь в ложном ожидании. Я все свое держу с собой, и любовь должна сама ко мне прийти. Я при этом ничего не делаю. Я сохраняю статичное состояние. Но вы должны понять, что это неправильное ожидание. Ведь любовь приходит к человеку, который любит себя и умеет дарить эту любовь окружающим. Какой образ, возможно, вы создаете на сегодняшний день? Вам кажется, что все очень-очень долго, никогда не случится, что нужно очень много времени должно пройти, надо очень много чего-то сделать, чтобы что-то у меня изменилось в моей личной жизни. И каждый раз вы придумываете вот такой вот образ
что когда-то, только не сейчас, должно что-то в моей жизни измениться. Вы постоянно внутренне думаете, а какой я должна быть, а какой образ взять за основу. Или я такой должна быть, или такой, или такой. То есть у вас постоянно идут внутренние какие-то противоречия, споры. А та ли я, какой меня должны увидеть. Но опять же, при этом карта статичная, вы стоите и не двигаетесь вперед. Вы как бы переодеваетесь постоянно. Наверное, надо так себя вести, наверное, нужно быть такой или такой или такой. И вот это вот постоянное перебирание себя и той, какой я должна быть, может быть, стоит заменить просто стать самим собой, стать тем человеком, каким мне комфортно быть в окружающем мире. И, возможно, именно этот образ ждет ваш партнер. Какая ваша манера поведения на сегодняшний день? Карта говорит, что вы думаете, все давным-давно решено. Вот у меня такая судьба, и больше ничего не изменится. Будет только так и не иначе. То есть вы для себя решили, что менять что-либо уже бесполезно. Все остается так, как есть. Ведь ничего не меняется. И, наверное, это, опять же, манера поведения создает то, что вы закрываетесь от пространства, закрываетесь от людей, которые к вам приходят и приносят вам энергии любви. И вы и их не способны воспринять и услышать эти энергии любви, а, возможно, просто-напросто не слышите. Давайте посмотрим на эту карту. А эта карта нам в очередной раз говорит о вашей безинициативности. То есть, когда я могу проявить себя, то есть я общаюсь, я взаимодействую, я нахожу новые контакты не с точки зрения найти партнера, а с точки зрения общения, с точки зрения расширения круга людей. Потому что, когда у меня очень разные знакомые, много знакомых, это позволяет мне встречаться с разными людьми, находить новые интересы и, возможно, встречать новых партнеров. Но вы не проявляете, то есть вы сохраняете тот образ жизни, который у вас на сегодняшний день закрепился, достаточно безинициативный. То есть мужские энергии у вас на сегодняшний день спят. Женские энергии в ожиданиях бесконечных, а мужские энергии я ничего не делаю, что бы тут ни произошло. Готовы ли вступить в отношения? Да, вот тут карта позитивно ложится. Вы хотели бы, чтобы отношения сложились у вас. И вступить готовы в эти отношения. Карта шестерка кубков нам об этом говорит. Но опять же, вы хотите, чтобы эти отношения были похожи на что-то ранее. Возможно, это ваши прошлые отношения, когда-то, возможно, которые вас зацепили. А возможно, вы какой-то образ переносите на сегодняшний день и хотите увидеть именно этот образ в отношениях со своими партнерами. Но почему-то не происходит этой стыковки. Что же с прошлыми отношениями на сегодняшний день? Или текущие отношения? Текущие отношения, давайте будем, наверное, о прошлых отношениях или незавершенных отношениях. Я скажу, что вы, в принципе, вы все завершили на сегодняшний день, то, что вам хотелось, и не пошли в эти отношения, вы сказали себе, не разрешили себе пойти в эти отношения. Вы побоялись этого будущего с отношениями. Вы не решились перешагнуть себя, перешагнуть этот пролив и пойти по течению реки вместе с новыми людьми. Поэтому, возможно, вы сделали неправильный выбор. И вам страшно сегодня, очень страшно от того, что ваш мир
никак не сложится, и ваша жизнь никак не сложится так, как бы вам хотелось. И вам кажется, что уже все, что можно, свершилось, и ничего уже не изменится. Ради чего вы ищете отношения? На сегодняшний день карты нам говорят, в первую очередь вы ищете отношения ради получения удовольствия. И поэтому отношения ваши, как правило, только лишь начавшись, они переходят в разряд легких. И отсюда энергия не развивает эти отношения на более длительный период. И поэтому они у вас очень и очень скоротечны. Что же хочется пожелать вам? Что же нам скажут карты? Какой совет они вам преподнесут? Вам нужно набраться сил. Вам нужно обязательно посетить место силы, то место, где вам хорошо, и попробовать там переосознать, что с вами происходит. Научиться доверять тому пути, по которому вы идете. И только тогда перед вами откроются новые двери. Только тогда, когда вы совершите выбор, вы получите награду. А что значит выбор? Вы измените себя и поменяете свое поведение. И тогда вы увидите истинную картину мира. Откроются все энергии, все порталы, которые возможны. И вы поймете, насколько вы были неправы в своем поведении. У вас будут возникать новые масштабные идеи, и вы начнете двигаться вперед. Вы должны понять, что каждому вы не подходите. Вы должны принять свою уникальность, свою необычность, наконец-то стать самим собой, и только тогда вы почувствуете приближающуюся энергию любви. Обратитесь к своим предкам. Они вам дадут ту забытую мудрость, которая сегодня в вас спит. Будьте собой. А я вам желаю только самого хорошего. Пусть ваши мечты сбываются, и пусть наконец-то вы обретете любовь. Приглашаю вас на личные консультации. И пусть мечты сбываются. До новых встреч!